Здорово. Я на дамбе. В прошлой серии я нашел человека в тюрьме. И он мне сказал, что сходи посмотри кое-какое место. Вот здесь вот об этом написано. Сегодня мы поговорили с интересным человеком, сидит под замком. Он говорит, что все началось с машины, везшей Пьера из Франции, будто бы она была перехвачена неким странным отрядом нацистов. Но насколько все это правда? В общем, пойдем проверим это. Но я не пойду туда. Железнодорожный мост. То есть это, я так понимаю, вот сюда. Я хочу на дамбу. На дамбе я уже был. А потом уже пойду короче, я разберусь сначала, как сказать, с побочным заданием. Найти надо его. А надо талоны получить на алкоголь и прочее. Что я сделал? Я этому парнише навык гранат поставил. Очень будет интересно, как он будет пользоваться и будет ли пользоваться ими он. А вот и яйца, которые курица высаживает. А вот и сапер. F4. Ничего не происходит. В чем прикол? Не знаю я, в чем прикол. Но у меня есть яйца. Это хорошо. Береговую линию охраняю. Да, вот эти вот. Вот еще лежит. Да, ё-моё. Не понимаю я как. Активация особого навыка Space. Я просто на F4 нажимаю, там где... Вот оно как работает. И все. Активировал, у того тоже над головой какая-то фигня появляется. И все, и вот так вот оно восстанавливается. А если поесть? Нет. Нафиг мне эти способности тогда вообще? А вот смотри, гранату кинул. С автоматами уже. Так он, походу, бросает гранаты под нас. Так. Пока гранаты побереги. А я противотанковая мина. Прочность 30. Класс мины. Я не знаю ничего про мины. Не помещается, да? Там еще кто-то ходит. Так. Как думаешь, кто? Кто дахтает? Правильно. Моя курица. Сюда иди. Вот и все. Курочка хлеба, перевязочный пакет, обойма. Да, прикольно. Прикольно, что до хера оружия выпадать начало, это раз. Плюс еще выпадает такое оружие, которое я не алё вообще. Ну то есть я не шарю в пистолетах, пулеметах. А мне его накидывают. И накидывают, и накидывают. Да, я надеялся, что тут не будет много врагов. Солдат Waffen-SS.
какие-то особые, что ли? Туда зайти нельзя? Нельзя. Охранивать, что ли? А у тебя все хорошо? Да, у него все хорошо. Прочность тоже нормальная. Да стреляй, зачем подходишь? Я не понял, зачем он это делал. Выстрели в него уже. Ну, я стою все это время, жду. Можно было бы выстрелить уже давно и все. Ну, бывает такое, непонятно, почему такое происходит. Но не страшно. Аптечек-то все равно до хера. Марля. Опачки. 40. Армейский перевязочный пакет. Идеально для поверхностных ранений. 40. Здоровье восстанавливает. Вот это ништяк. Сумка хирурга. Картошка, кожаные перчатки. Дымовая граната, корочка хлеба. Сумка хирурга. 135 хп. Восстанавливает. Да, места уже не особо. Но зато меня никто не убьет. Выстрели. Стою специально, жду, чтобы он выстрелил. Чё так долго-то? Наверное, потому что он убегает. Да, наверное, из-за этого. Так, я стал сильнее. Камуфляжные штаны не подниму. Шприц какой-то. Марля. Ящик, короче, понятно. Шприц. Стеклянная колючая штучка для мазохистов, использованная в подходящий момент, спасает жизни, восстанавливает здоровье, возможно, кое-что еще. 35 здоровья. Ну и может быть что-нибудь еще. Думаю, что тут вообще все способности это какая-то одна такая фигня. Тут, короче, просто такая должна быть особая способность. Ну, то есть мины выбрасывать во время бега. Мины, которые у тебя лежат в инвентаре. В итоге я использовал, а потом сколько надо ждать, чтобы восстановилась шкала использования этой способности. Ну, это очень долго. Это вообще идиотия. Ну вот это вот не очень понятно, что оно дает. Вот холодное оружие 1. Винтовки 1. А может быть 2, а может быть... Короче, не знаю. Но я смотрю, я не замечал. То ли я не замечал, то ли оно только сейчас появилось. Ну ладно. Маньяк-подрывник. Джентльмены, шляпы долой. Настоящий мастер стоит перед вами. Персонаж причиняет больший урон с помощью взрывчатки. Лечение. Пилы, буравы и скальпели. Дорогие вашему сердцу игрушки. Экспериментируйте на пока еще живом теле пациента и смотрите, что из этого получится. Способность лечить раны, как ваши, так и других персонажей. Интересно, как это работает. Это же находится здесь, а не в суперспособностях. То есть просто с течением времени восстанавливается здоровье, что ли? Лечение, пистолет и пулемет. Если вы не сидите на месте, работаете с большой командой и не любите терять время, этот вид оружия для вас идеальный инструмент. Достаточно прицелиться в ближайшую группу врагов, нажать на курок, и их кровь потечет рекой. Не забывайте надевать галоши и чаще менять обойму. Способность использовать пистолет и пулеметы, конечно же. Так, лидер. Вы валяетесь в тенечке, а все остальные пашут на вас. Вот это и называется рай. Сопутствующие персонажи имеют больше шансов избежать ранений в бою. Прикольно, прикольно. И медный лоб. Когда ваши друзья во время драки в таверне под веселой виселицей сломали по ошибке тяжелый дубовый стол об вашу голову, вы перестали быть обычным человеком. Вы выиграли великий поединок со столом, и теперь вы действительно крутой парень. Позволяет лучше переносить ранения. Ну вот лидеры, пистолеты, пулеметы, вот это самая тема. Это вот прям вообще тема. Мне хочется и то поставить. Ладно, пистолеты, пулеметы поставлю.
Все, теперь я могу опробовать вот этого друга. От каких-то ножей я, наверное, могу избавиться, я думаю. То есть у меня столько чинилок, что я думаю, у меня получится чинить и ножи тоже. Нет мест! А, нет, Я места больше уже, я ничего понял. не могу взять. Вообще ничего. На покушать. Все, полечился. Тут я взял, у этого я взял. Что у него? 54 75. Применится вот так. Вроде да, изменилось. Да, 75 из 75. Супер. А я вот так. Что оно дает, кстати, я забыл. Ничего. Прочность зато 420. Бешеная. Даже не подобрал, что ли? Нет места. Магазин МГ-42. Камуфляжные штаны. Штаны с камуфляжным рисунком. Комфортабельные и практичные. Они обеспечивают хорошую маскировку. Предмет постоянной зависти окружающих. Обаяние. +1. Шанс на промах +3. А у форменных брюк шанс на промах +2. Камуфляжные штаны. Круто. Круто, круто, круто. Так. А вот ящик оружейника уже не влезет. Да. Но можно попробовать как-нибудь. Знаешь, типа... Вот так, да. Кто-нибудь еще будет? Доски. Ну, дело сделано. Ага. Пошли отсюда. Итак, нам удалось все же выполнить задание с дамбой. Даже танки нас не остановят. Партизаны действительно могут гордиться нами. О, привет. Кинул мимо. Не особо я осознал эффективность пока. Что-то мой парень быстрее стрелял, и я что-то не особо понял. Так. Похавать надо. Ну, в принципе, картошки как раз будет достаточно. И ящик. Опа. Опа. Все. Все собрал. Теперь надо бежать обратно. Не знаю, может быть, кто-то здесь еще будет. Надо вниз по карте побежать. Это не ящик? Нет, не ящик. Короче, вот да, насчет способностей, что я говорил, повторю. Меня не особо устраивает это. Да, способности здесь какие-то такие себе. Шеф, подожди! Опа, здорово. Все, он умер. А, ну нет, тот еще с обреза стрелял, да. Слишком тяжело. А у меня все. Вообще, абсолютно. Я даже эту мину подобрать не могу. Да, в общем, вкачал я в способность зря некоторое количество Подожди. очков. Ну и ладно. Подумаешь. Здравствуйте. Да. Шлеп-шлеп, он умер. Я не могу это сделать. Перетасовывание это. Да просто не хочется возвращаться на эту территорию. Бункер. Шеф, подожди! Воу-воу-воу. — 87. Так все-таки наносится, не наносится, да?
79. Слушай. А если... Семьдесят девять, 63. Не, я к бункеру подбегал, что-то мне не нравится. То, что я подбегал к нему. Так, а как бы так, чтобы... А, да я, в принципе, могу и закидать. Посмотрим, получится или нет. Гранатами. И чё, зачем ты? В чем прикол? В чем прикол таких бросков, я не понимаю. Так. Офигенно кинул. Офигенно кинул. Короче, ништяк. Надо, походу, ходить. Прям вплотную. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Давай, давай, чуть-чуть осталось. 6. 6 очков. Давайте, давайте. 2 очка. Все. Красиво? Красиво. Это ты все патроны использовал, он пока не может стрелять. Так, ну у него есть гранаты на всякий случай. Так, 35. Надо починить. Попал? Нет, туда не попал. Вот ему бы, да, пистолет и пулемет еще вкинуть. И эти патроны тоже улетят нахер. И место освободится. Так, какой-то шприц М1. Фигак. Восстановил все. Магазин МГ-42. Извините, таких нет. Так, бункер уничтожил и все, да? Опять. Так, к реке. Блин, смылся. К реке. Ага, вот это где. Все, охранника нет. Тут еще один был. Я не могу это сделать. Да, МП-40. Тасовал, тасовал. Так, может быть, все-таки вернуться. Блин, попродавать. Что-то тут этих солдат дофига. Перед тем, как отсюда свалить, думаю, вот напасть на них. Будет ли гранату он кидать в них? Он стоит просто. Дурачок. Все, патроны кончились. Так что с бункером вот лучше не шутить с помощью такого оружия. Да. Так, осилит. $55. Это все. На что я способен, да? Ну, есть еще граната. Слишком тяжело. Кинул вот еще гранаты 2. 22 здоровья осталось. С МП-40. Вообще ничего не отнимается. В чем прикол? Я как-то не так стою. Надо перед окнами стоять. Или здесь в принципе задумано так? Ну, видимо, да. Потому что вот я продемонстрировал. А как с этим справиться
Винтовка. Она и бункер уничтожает, да, походу? Аннигилирует просто. Ладно, посмотрю. В следующий раз как будет. Так, вообще я хотел отсюда смыться, да. Потому что места у меня не то чтобы прям много. Все, пошел я в лагерь партизан. Зачем? Стрелять будешь, нет? Выстрели ты, ё-моё. Почему не стреляешь? Наконец-то выстрелил. Бой, напряженка, напряженка, смотри какой. Прям напряженка. Убьешь его, нет? Опять что-то там перезаряжает, выстрелит-то, ё-моё. Ты видишь, да, как сложно убить? Нажимаешь, ничего не делает. Может, он что-то и делает, но непонятно что. Так, что у меня здесь? 62 из 80. Ну, можно починить. Можно и полечиться. Можно и этому полечиться. Патронов ему накидать. Пусть кайфует еще собирать эту всю фигню. Штаны нашел. Форменные брюки лейтенанта Майера. Армейские штаны. Элемент стандартной военной формы защищает от дождя и холода и до некоторых пределов маскирует вас. Удача +1. Защищенность +1. Шанс на промах +2. А у меня сейчас, который я недавно нашел, обаяние +1. Шанс на промах +3. Так что я надену свои. Здесь ничего особенного по перчаткам. Да. Картошку можно захавать. Так, ладно, пока эту всю фигню оставлю у себя. Так, это я просто чуть-чуть сюда сместился. А что дальше будет? Никто там... Я не пропустил? Нет. Уровень не получил. Вижу мину, да, все равно взорвалась. В жизни так бывает. Так. Если я пойду сюда... Чертову долину. Нашел китель. У меня просто защищенность +2, а тут форменный китель обаяния. То есть защищенность +2 и плюс еще обаяние дает. А с этого краю в Сливовый сад переход есть. Во, открылся теперь. А там чумная, там что-то пока бежал, уже забыл. Но я вроде вот с этой стороны пробегал в прошлый раз, потому что, видишь, здесь карта открыта. Побежал его дубасить этим обрезом. Так, 100. Отлично. Все, дубась в рукопашную. А у меня... А, я так. Хотя нет, можно не стрелять.
ты гангрены. Убил, тварь. В этот раз они решили напасть на меня на ножах. Мне подходит такой выход. Такой вариант развития событий. Что это они вдруг решили напасть на ножах? Непонятно. Не лечится парниша. Вот тебе одну марлю. На две стороны тебе как, нормально? Раскидали мы его. Накидали аптечек. Курочку хлеба мне. А это вот ему. А чё, яйцо не ем, да? Просто так. Просто проблем пока нет. Ни с чем, поэтому... Так, что у меня места? Ну, мало места. Хотя, ладно. Блин, взял, нажал, пробел. Почему вот сейчас она сработала? Потому что я в бою, да? Отлично. Понятно все. Самогонную рощу. И вот там уже партизанская эта фигня, как я понимаю. О, стоят. Швыряют, швыряют. Они уже с винтовочками. Можно их тоже зарубить. А можно и застрелить. Но у того уже патронов нет. Поэтому только стрелять. Этот его отвлекает на кулаках. Да, я могу не раздеться, а подключиться. Все. Солдат откинулся. Что здесь? Патрончики, гранаты, ну. Ничего нового не выпадает. Перетасовал предметы. О, мина, но я не могу ее подобрать, я не могу быстро остановиться в этой игре, поэтому приходится просто ловить мордой их, и все. Партизанский лагерь. Так, мне нужно к командиру. Опять не дают поговорить. Да плевать на тебя, Шлобанович. Явился получить ежедневный талон на Сливовицу. Ты сегодня застрелил кого-нибудь? И вот так вот каждый раз, да. Российского капрала! Дожидаюсь. Уходит. Все. Нет? Вот. Так. Простите, разрешите обратиться? Командир, похоже, не замечает вас. Бла-бла-бла, прошу выдать мне дневную норму сливовицы, сэр. 400 опыта. Конечно, восклицает командир. Мы получили информацию, что от дамбы мало что осталось. Итак, вот тебе талон на целый ящик сливовицы. А теперь я могу спросить, на кого вы охотились раньше? Ива сказала, что вы должны были освободить кого-то. Да, командир смотрит на вас долгим взглядом. Наши союзники, неважно кто, попросили у нас помощи в освобождении некого француза, которого немцы переправляли в Грецию. Тут вы отчетливо видите, что его лицо становится серьезным и что его гложет какая-то мысль. Так акция не увенчалась успехом? В некотором смысле. Я имею в виду, все шло гладко, пока совершенно неожиданно, из ниоткуда, не появился таинственный немецкий отряд, который не только с невероятной легкостью победил нас, но и ухитрился перехватить француза. Видно, что это воспоминание сильно его огорчает. Он нервно меряет шагами затлое помещение землянки. Подожди секунду, так немцы перехватили француза у других немцев? Я стал умнее. 250 опыта. Да, у командира нет ни тени сомнения. Снова нервничая, он теребит твою кобуру. Свою. И мою тоже. И я так ничего и не понял. Я тоже. Так.
Итак, нам удалось все же выполнить задание с дамбой. Даже танки нас не остановят. Партизанский командир сказал, что им почти удалось освободить Пьера, но другой отряд нацистов перехватил его. Это совершенно непонятно. Нацисты дерутся друг с другом? Возможно, что кроме плохих нацистов существуют и другие нацисты. Очень плохие. Так, ну я выяснил этим самым, что они не знают, где Пьер. Так, прокачался и этот. Что у меня здесь еще? Может быть, лидер, да, сопутствующие персонажи имеют больше шансов избежать ранений в бою. Наверное, да. Потому что, ну смотри, ну вот панику, ну разогнал их, да, ну и зачем? Снайпер стрелять из более дальних далей, тоже смысла я не вижу. Оглушение, тоже смысла я не вижу. Приманка, приманить их, кидать туда гранаты. Да гранат много нужно для того, чтобы больше урона нанести. Типа, куча гранат, куча врагов. Все. В итоге ты остаешься ни с чем. Причем это же короче, я не знаю. Способность собирать. Игрок оставляет позади себя мины. Мины должны быть в снаряжении. Ну, можно реализовать, типа, раз уж я мины могу собирать, может, но очень сложно собирать, как выяснилось. То есть моя рекомендация, не надо ничего вкачивать. Потому что контроль одного противника или сражаться одному в одиночестве, ну, то есть издалека, как, видишь, снайпер. Написано сапер, но на самом деле это снайпер. Тоже не то. Скрытность. Тоже не то. Дымовая завеса. То есть спрятаться, то есть у вас шанс убежать. Не совсем понятно, как это работает. Я очень редко убегал, и, короче, нет в этом смысла. А вот в этом есть лидер, чтобы Иоганн имел больше шансов избежать ранений в бою. Лидер. Фигак. Так. А тебе... Пистолеты, пулеметы тоже, наверное, да, хотя и ловкость тоже хочется. У этого ловкость 15. И вот, в принципе, более-менее. А вот у этого 12. И вот попадают. Да, вот хочется еще. Хотя, с другой стороны... Причем я видел, как этот чел кидал гранаты. Стоило мне прокачать их, ну, на единицу. Гранаты перестал кидать. Что-то я не понял, как это работает. Да. Быстрая атака, так, неожиданность тоже не то. Маньяк-подрывник, медный лоб позволяет лучше переносить ранения. Или пистолеты-пулеметы. Пистолеты-пулеметы, конечно. Теперь я могу опробовать. Подожди, не учел этот момент. Да, сила 5. Сила 5, ловкость 5, интеллект 7. Сила 5, ловкость 5, интеллект 7. А ну просто на следующем уровне интеллект подниму. Все будет красиво. Ну и, собственно, талоны. 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 Так, сейчас спустит любой Петр. Это здесь, без сомнения. Ваш нос вас не обманет. Именно отсюда исходят все эти ужасно неприятные запахи. Здесь ядро невероятного амбре, вонючая бомба, придающая всему этому месту своеобразный оттенок. И, извините за выражение, послевкусие. Посреди этого безобразия, подобно престарелому монарху на троне, сидит дед на сломанной табуретке. В его движениях чувствуется величественность и серьезность. Он напоминает вам некоего гальского жреца, предлагающего своим соплеменникам мистический напиток. Смотреть, что здесь происходит. В этой части поля возвышаются 3 огромных бочонка, в которых не переставая кипит таинственная субстанция. Они соединены невероятно запутанной сетью проводов, трубок и шлангов. В общем, похоже на небольшую винокурню. На фоне всего этого восседает церемонимейстер, великий алхимик, проще говоря, слепой старый хрен, отвечающий за производство местного галлюциногена. Высококачественной сливовицы. Перед ним выстроилась очередь из нескольких партизан, нервно сжимающих в руках некие бумажки. Встать в очередь. Вы подходите к очереди и покорно встаете в хвост. Ждать.
В конце концов, вы дожидаетесь своей очереди. Теперь вы оказываетесь прямо напротив старика. Самогонщик протягивает к вам руку. Я не понимаю. Вот, я записал. Вы уже готовы положить талон в руку бутлегера, когда он внезапно начинает подозрительно принюхиваться. Очередь замирает в напряжении. Старикашка начинает сопеть еще громче и уже явно в вашем направлении. «И кто ты такой, черт тебя дери?» — злобно спрашивает он. «Ты пахнешь не так, как настоящий партизан», — добавляет он. «Ты не пахнешь сливовицей, ты воняешь заплесневелым сыром и буржуйским винишком», — кричит слепой Петр. Вдоль очереди разносится негодующее бормотание. «Убирайся», — вопит дед. «Моя сливовица исключительно для наших партизан». Это заявление вызывает одобрительные аплодисменты в очереди. Вы чувствуете, что вам лучше уйти. Ладно, я ухожу. Вонь. Одних талонов недостаточно, разумеется. Это было бы слишком просто. Дедуля, хотя и провел много лет в этой ванизме, сохранил очень острый нюх. Как-то он учуял, что мы не местные, и отказался давать нам сливовицу. Значит, теперь надо провонять тем же, чем и партизаны. Нам что, в луже искупаться или как? А если побухать сливовицы? А вот эти вот, которые алкаши, они алкаши? С ними попить можно, интересно? Вот они, видишь? Партизан. В центре партизанского лагеря горит костер. Рядом сидят несколько бойцов, явно уставших от всего, включая освободительную борьбу. Они отдыхают и травят байки. Бутылка сливовицы ходит по кругу, как непременный атрибут всех подобных собраний. Один из них запевает, а остальные начинают попивать хором. Не прерывая своего пения, они смотрят на вас. «Привет». «Привет», — отвечают вам. Партизаны прекращают петь и с интересом разглядывают вас. Овчинные кожухи и шапки — все уже готово к суровой зиме, которая не замедлит явиться. В воздухе висит непреодолимый запах слив и, возможно, коньяка одновременно. Секундного размышления хватает вам, чтобы опознать аромат. Это местная сливовица. Ничего, если я присоединюсь к вам? Конечно, садись. Кстати, этого диалога не было этого диалога, я уже с ними разговаривал. Кстати, да, правильно пришел, значит. Конечно, садись, следует единодушный ответ. Но вообще-то, может, его через некоторое время дружно решают партизаны. Вы смотрите на них в недоумении, однако тихонько обсудив что-то, они приходят к какому-то соглашению. «Мы здесь травим байки и поем военные песни», — объясняет один из них. «Если у тебя есть что порассказать, то нет проблем, садись с нами», — говорит он под бурное одобрение своих товарищей. «А если ты можешь спеть такую песню про войну, чтобы пошел мороз по коже», — говорит другой, — «получишь награду». Он многозначительно похлопывает по бутылкообразной выпуклости на своей покрытой пятнами шинели. «Ага, что бы вам такого рассказать?» «Я приехал из Норвегии, но вырос в Бразилии. Начинайте вы свой рассказ». Партизаны смотрят на вас изумленно. Прерывает вас один из них. «А это Бразилия, это за Сараево или ближе к Загребу?» «Неважно. Скорее всего, продолжать мне не стоит». И просто ушел? «Так, Иоганн, спой». Иоганн смотрит на вас широко распахнутыми глазами. «Я? Босс». Он в панике. «Я не умею петь». Ваш друг хватает воздух открытым ртом. «Кроме того, у меня болит горло». Иоганн охотно демонстрирует весь диапазон своих хрипов и кашлей, завершающихся сипением. «Спой, Иоганн, вот тебе сырое яйцо. Выпей его и спой. Это приказ». Если ты не можешь... яйцо используется. Прикольно. Иоганн еще некоторое время сипит, а затем начинает слушать. 500 опыта. А сколько он будет петь, интересно? Наверное, он уже закончил. А мне, наверное, уже дали приз Иоганна за пение перед костром. Не помню, что он пел, а когда мы его прикончим, буду помнить еще и меньше.
Сливовица. Ништяк. Так, и что это? Что мне нужно выпить, например? А, он все-таки да. Он все-таки допел. Иоганн. Прикол. Смотри, я мышкой управляю с Валентином, а камера на Иоганне. Это очень интересно. Возможно, это какой-то глюк. Так, ну, я так понимаю, мне надо... Что мне надо? Может, выпить? Я не пью. Этот тоже. Так, а если поговорить? Ага, ты чудесно спел, Иоганн. Ну что, может, попробуем на вкус твою награду? Ну, босс, сияет Иоганн. Наконец-то дельное предложение. Вы вытаскиваете бутылку сливовицы, Иоганн берет ее первым и быстро открывает. Некоторое время он нюхает ее содержимое, затем подносит ко рту. Он запрокидывает голову и... Спустя мгновение половина сливовицы с бульканьем исчезает в его глотке. Иоганн слегка морщится, шумно отдувается и возвращает вам бутылку. «Слишком теплая», — замечает он. «Ну, на здоровье». Ароматизатор. Мы раздавили на двоих бутылочку сливовицы. Приз, доставшийся мне благодаря великолепному голосу. Теперь от босса несет, как от настоящего партизана, сливами и порохом. Слепой Петр. Так, смотреть, что происходит. Встать в очередь, ждать. Дать талон. Слишком тяжела. Бутлегер протягивает к вам руку, вы кладете в нее с таким трудом добытый талон. Целый ящик, просите вы. Вы слышите испуганный шепот тех, кто стоит за вами. Они боятся, что им всем не хватит золотистой жидкости. Однако старик, похоже, готов к любым неожиданностям. Он встает и вынимает откуда-то сзади целый большой ящик почти непрозрачных бутылок, полных крайне подозрительной жидкости. Вы забираете ценный груз. Готово дело. Только я ящик не подобрал, потому что... Слышал, было тяжело. Может быть, сейчас ящик влезет. Да, влез. Ого, здоровый. Целый ящик полный бутылками сливовицы. Мечта каждого партизана. Если бы у всех солдат на фронте было по такому ящику, война бы закончилась за 3 часа. Однако, такой ящик есть только у меня. И смайлик. И теперь это добро мне нужно нести в деревню. К этому, где он находится, вот здесь. В Рестораново. Вот тут кузнец, а вот здесь тут бабуля живет. Прибежал сразу, даже ни с кем не мочился, потому что нет места. Не хочу терять хабар свой. Так, давай-ка потом поторгую я с ним. Сначала я побазарю насчет... Так, у меня есть для вас подарок. Хозяин подходит к вам удивленный. И что бы это могло быть, гадает он, копаясь пальцем в своих густых усах. Ящик сливовицы с поклоном от этого... Короче, от партизанского командира. Ну и с вопросом насчет Ива. А я пошутил, ничего. Так, ящик. Хозяин кабака с недоверием заглядывает в ящик, полный бутылок с великолепной партизанской сливовицей. «Так это правда?» — кричит он в восторге. «Я освобождаю Ива немедленно. Раз ты уговорил партизан возобновить сотрудничество, ничто мне не мешает. Ну, можешь называть это так». То есть он подумал одно, а я просто ящик ему принес. Прикольно. К сожалению, хозяин понижает голос, проблема с Ива в том, что он потерял товарный вид. Увидев ваше разгневанное лицо, он быстро добавляет: «На время, пойми меня правильно, только на время». После этого он уходит по направлению к кабаку, чтобы вернуться с каким-то странным не то пакетом, не то свертком. Кабачик бросает его под ноги. «Вам». «Там Иво», — объявляет он с видимым облегчением. Сверток издает тихий стон, но через мгновение вашего слуха достигает могучий, как раскаты грома, раб. «Теперь это твоя проблема», — добавляет кабачик. «Погоди, минуточку, что нам с этим делать?» Иво. У меня в отряде нового не появилось. Я не могу это сделать. Что надо? В Демину. В Демину. Мне его положить в инвентарь, что ли?
Да, рожает яйца, засоряет. Я больше не могу. Засоряет инвентарь, понял? Рожает, короче. Засоряя инвентарь, откладывает яйца. Прикольно. Короче, его надо поднять. И потом нести опять к партизанам. Не знаю, чем там Ива обвешан, но... Как ты видишь, у меня есть персонаж, который тоже кое-чем обвешан. Так. Ну вообще... Да, к чему это все было? Я не могу это сделать. Не хватает места все равно. А он прям весь инвентарь занимает, что ли? А на земле его нет. Если вдруг хочется. Перегружен. Так вот ты какой партизан на отдыхе. Он явно очень устал, но это же война. Многие вещи простительны, и в довершении всего победителей не судят, даже моральных. Вес 80 килограмм. Нет, нет. Можно перекладывать с места на место. Блин, прикольно. Ну, теперь я с перегрузом. Медленно, медленно. Враги что-то суетятся, куда-то бегают. Вот видишь, почему я не выстреливаю? Во, наконец-то. Ничего себе, выстрелил. Шеф, подожди. Бежит, бежит еще одна сучка. Испытание, конечно, придумали веселое. Ага. Дать тело огромное. Только, наверное, силач справился бы, да, нормально. Слишком А вот мне тяжело. приходится медленно вот идти. С этим телом на борту. Донес до лагеря. Меня отсюда. С меня хватит сливу. То есть партизан. Босс, давайте возьмем это с собой. Найдем кого-нибудь, чтобы тащил все эти сумки. Кайф. Точно, любой подойдет. Чем больше, тем веселее. Серьезно? Крутяк. Супер. Ива. Нормально. 108 кил... 108 кило, магазин МГ-42. Ну, граната это херня, все, сливовица херня. Все продать, это все продать, это вообще все просто лишний. Хотя вот противотанковые, вот против бункеров, против бункера, например, а может быть еще и танк приедет какой-нибудь. Короче, да. Так, гранаты ты пока будешь нести. Так, гранат нет. Все на продажу. Так, это тоже все на продажу. Бинты оставить. Штык-нож. Так, гранаты сюда. Магазин МГ-42. И Панцерфауст. Одноразовый противотанковый гранатомет, стреляющий на дистанцию в 30 метров. Производится в огромных количествах, очень эффективно при уничтожении вражеских машин. Его недостатки – малая дальнобойность, сильная реактивная струя и взрыв. Пробивает 150 миллиметровую броню. Прочность 2 из 2. 5 килограмм, тяжелое оружие, класс. У него тяжелое оружие, есть большие пушки для решения больших проблем. Дважды подумайте, прежде чем стрелять в закрытом помещении. Не использовать для стрельбы по воробьям, все равно не попадете. Способность использовать противотанковое оружие. Но он прям Рэмбо, походу на это отсылка. Тяжелое оружие, да, у него 1 граната, 2 пулеметы и штурмовые винтовки. Это для крепких людей с крепкими нервами. Если бойня, которую вы устраиваете с помощью этого оружия, не пугает вас, значит вы нашли свою любимую игрушку. Стоит только начать стрелять, и вы уже не остановитесь. Но помните, всю эту груду комплектующих придется носить на себе. Способность использовать пулеметы. Тяжелое оружие, пулеметы. Холодное оружие.
И рукопашный бой. Очень интересно. Урон 2-3. А если я беру два, смотри, у этого 2-3. Рукопашный бой будет может наносить урон 3. То есть увеличение вот этого увеличивает урон, который наносит оружие по ходу. Может быть, с огнестрелом немного по-другому работает. Например, прочность медленнее уменьшается. Не знаю. Так, надо продолжать смотреть. Но у него, смотри, здоровье дофига, 112 аж. Сила 9, ловкость 9, интеллект 5, выносливость 9, обаяние, скорость, удача аж 8, защищенность 9. У него броня, наверное, своя, нормальная, изначально. 14 уровень, то есть он даже впереди меня. Возможно, здесь нужно играть именно на таком же уровне, на котором этот персонаж, хотя он может всегда будет больше. Главного персонажа на уровень. Не знаю. Так, у меня даже оружейные патроны уже кончились. Нормально я так пострелял с помощью них. Но это было мощно, да. Я прям до хера всех помочил. Почему фонарик не беру? Потому что повышая шанс на попадание, он понижает бонус на промах. То есть по мне, мне будет легче попасть по врагу, но и легче попасть по мне. Вот такая вот херня. Так, противотанковая. Ладно, пусть она будет тут. И пулемет, и рукопашка, и нож. И прям просто... Ну, у него, конечно, нож лучше, потому что у него... Рукопашка, смотри, 2.7. А у меня будет 2... С обычным штуком тоже. 2.5. А вот того 2.7. Ну и вот. Типа, есть ли смысл вкладывать эту фигню? Но эти очки в эту фигню не знаю. Я же забыл, я перекладывал все эти патроны сюда. Да. Янь. У нас есть Ива, наконец. Это правда, что он стоил нам целого ящика сливовицы, но неизвестно, купится ли это. Он в полной отключке. Мы упаковали его в рюкзак. Наверное, мы должны отнести его в лагерь, где, возможно, освежающий аромат слив сотворит чудо и протрезвит. Или скорее воскресит павшего партизана. У меня есть коварный план заманить его к нам в команду. Скорее всего, он не заменит меня в ведении дневника. Зато он мог бы тащить на себе все барахло, принадлежащее боссу. А то у меня уже спина болит. Собственно, сам пулемет. Очень эффективный пулемет общего назначения. Он просто устроен, функционален и эффективен в действии. Имеет огромную скорострельность, чтобы обуславливать необходимость частой замены ствола. Устойчив к перекосу, очень хорош на средних и дальних дистанциях. Прочность 1000. Сила 8, ловкость 6. Пулеметы, штурмовые винтовки. Как ты себе... Так, Ива, еще один, помимо Иоганна, винтик в машине войны. Он смотрит на вас угрюмо, но он на всех так смотрит. И действительно, единственное удовольствие для него — это отстреливать врагов. К счастью, вы к ним не относитесь. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно, на здоровье. Он вообще не понял вашего вопроса, однако не успеваете вы объяснить ему, как он вытаскивает из кармана маленькую бутылочку и пьет из горла. Ну ладно, на здоровье. Хотел бы спросить, в бою держись подальше, у него же пулемет. Наблюдаем. Я не успел открыть инвентарь. Опять меня мочат. И прям четко в меня, кстати. Стреляют. Ты будешь стрелять? Почему он не стреляет, этот дебил? Почему? Блин, моих чуваков мочат, он не стреляет. Придурок.
Нашел форменный китель лейтенанта Майера. Удача +1, защищенность +1, +2. Ну, в итоге +3. А у меня плюс просто защищенность +2. Форменный китель. А это лейтенанта Майера прям. Также есть шляпа с полями лейтенанта Майера. Удача +1, защищенность +1, шанс на промах +1 и интеллект +2. А было удача +1, защищенность и шанс на промах +2. Интеллекта не было. Или удачи не было, что-то такое. Так, кожаный ремень, сила 2. Форменные брюки. Нет места. А, он все как алкаш себя, да, ведет? Маленький вместишь? Курочку хлеба лжи я могу сам себе взять. Короче, сейчас я бегу в деревню. Трактирщику, чтобы все продать. Кабачнику. А потом в итоге на железную дорогу надо. Вот очень значит, что такое лечение, способность лечить раны, как ваши, так и других персонажей. Что это? Также медный лоб позволяет лучше переносить ранения. Не лечить интересно, но что это такое, непонятно. Может, постепенно будет восстанавливаться здоровье? Не знаю. Вообще, неизвестность, конечно, это не совсем может нравиться. Но однако, что есть, то есть. Я про неизвестность в виде снаряжения, которое необходимо. Ну, то есть я могу сейчас побегать, пособирать все, да, поубивать там кого-нибудь. Помимо того, что прокачаться, я могу пособирать. Вот я именно об этом хотел сказать. А вот есть ли в этом смысл? Что у меня сейчас 14 тысяч. Я патроны куплю намного быстрее при определенном раскладе. Или мочи, ходи врагов, но только тех, точнее не тех, а ничего себе. Вот почему они не отбегают, конченые придурки? Потому что они... Потому что придурки. Можно мочить врагов всех, но подбирать только то, что нужно. Вообще это очень сильно затягивает геймплей, на самом деле. Да, он с этим пулеметом, смотри, как косит. Здравствуйте. Сами подорвались. Ну, выстрели в кого-нибудь. Да ёкаламэне. Сейчас его убьют. У него здоровье кончилось. И у меня тоже не ахти. Но, походу, надо валить на другую карту. В смысле, в другую локацию, да. Я думаю, так, хватит. Можно валить. Шеф, подожди, а вы что, замочили их? Молодцы. Здесь еще кто-нибудь есть? Рядом стоящий, я бы его тоже замочил. Там их было больше, по-любому. Вот еще стоят. Давай, давай, давай. Блин, замочат. Много слишком. Хотел же прокачать интеллект и Агану, чтобы пистолет-пулемет МП-40 взять. Но забыл я об этом и, короче, вкачал не то, что хотел. А что хотел? Я что вкачал? Ловкость я вкачал. Вот. Но ничего. А еще, да, вот такие вот штуки полезны для тех, у кого уже вот столько вот здоровья. Потому что 90 в 4 ячейках, а тут у меня по 15. Самая крутая у меня была марля, да?
У меня было 40 восстанавливало, но я не могу ее купить. У меня ее нет. А значит, остается только вот это. Но патроны нормально уходят, да. Но у него их нет. Кстати. У кабачика этого. Может, сейчас получится поспать у нее. Я пробовал в прошлый раз, ничего не происходило. Не пустите ли вы нас переночевать? Конечно. Спасибо. Просто здоровье восстанавливается. То есть, когда спишь, да, никуда не идешь спать. Просто здоровье восстанавливается. Так, ну мне дальше что, куда? Мне дальше вот сюда, я так понимаю. Вот сюда.